Привет, ребята! Это интервью мы записывали еще до того, как мы узнали, что Дани Хатрик летит на предстоящий ЕПЛ в составе основной команды. Поэтому прошу вас, пожалуйста, поддержите нашего игрока и нашу команду на этом турнире. Ну а теперь приятного просмотра. Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Нави Junior. С вами, как всегда, Яна. И прямо сейчас со мной на связи практически вся наша дружная команда. Привет, парни! Привет. 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 Да уж, за эти 3 года мы с вами успели наснимать абсолютно разного контента, но вот такой вот снимаем с вами впервые. Прошло уже чуть больше месяца с того дня, как в Украине началась война, и вся наша страна объединилась против агрессии Российской Федерации. И это видео будет о том, как это происходило глазами игроков. Ребята, где вы находитесь, как у вас дела, все ли у вас в порядке? Я сейчас нахожусь в Чехии. В принципе, нормально все. Вот у нас только ночью была сирена, не знаю, наверное, учебная была. В принципе, нормально все. Ехали до Чехии примерно неделю. Выехали в субботу утром, а доехали сюда только в четверг. Получается, 5 дней ехали где-то, или 6. А где ты вообще находился, когда все произошло? Я находился дома, ну, просто, понятно, жил спокойной жизнью. У нас еще в тот день была тренировка. И я еще как раз перед типа, сном посмотрел видео нашего президента. Потом, ну, у меня было какое-то странное предчувствие, но я не мог поверить, что все равно это все произойдет. Типа, как-то до конца не верил, что такое возможно. Потом в итоге лег где-то в 2 часа ночи, и в 6 утра у меня будет сестра, типа, говорит, в Киеве взрывы. Я вообще не понимаю, что происходит, потому что я, типа, спросонья, ну, сложно как бы собраться, особенно с такими мыслями. Потом захожу в телефон, типа, в Твиттер, вижу, там все пишут, что война, вижу, там Simple пишет, то, что война началась. И в Инстаграме все начали выставлять. Ну, короче, я охренел, через час где-то услышал взрыв снова. Ну, или через полчаса, не помню точно. Короче, ужасно. Насколько я знаю, ты после Киева решил переехать в Борисполь. Ну да, мы, получается, началось в четверг. Мы думали, мы поедем на одну ночь, типа, в Борисполь просто, потому что у меня там бабушка живет, типа, мы к ней просто поехали за город. В итоге получилось так, что мы там 10 дней ночевали, и потом уже решили уехать оттуда. Родион, а как у тебя началось утро 24 февраля? Я за день собирался, покупал билеты на автобус, бронировал отель. Я хотел поехать очень сильно в Катовицу к Илье на турнир. И мне буквально вот одного дня не хватило. Но я не смог выехать, потому что я признал возраст. Вот. А так все время дома. У нас тоже сирена, но взрывов не было. И, надеюсь, не будет. Дай бог, чтобы не было. Да, не исходя из твоего инстаграма, я так понимаю, что вы по пути в Чехию встретились с Родионом. Да, мы встретились с Родионом, так как это случайно получилось. Мы, получается, одну ночь остановились возле Умани, потому что уже был комендантский час, нам повезло, что там были знакомые наши. В итоге мы заехали в какое-то село, там типа вообще не было ни связи, ни интернета. И мы, получается, за один день с Борисполя доехали только до Умани, типа. Ну, это не очень много, на самом деле. Потом мы ехали через Винницу в сторону Хмельницкого, и, опять же, мы не успевали где-то с 7, наверное, часов мы стояли в пробке большой возле Хмельницкого, и я, типа, написал Родиону, если что, типа, можно ли заехать. Но Родион круто встретил, спасибо большое, Родион. Мы, ну, прям как на первый день Пасхи наелись, короче. Нас хорошо приняли, все окей. И мы на 3 дня остались у Родиона. Родион, у тебя пока все еще спокойно, но обсуждал ли ты со своей семьей, что будете делать в случае, если там станет уже небезопасно? Мама в Польшу поедет. Папа сказал, что останется, а я с папой останусь. Мгм. Андрей, как у тебя все это происходило? Как ты узнал, что в нашей стране началась война? Но я проснулся в 7 утра от взрывов. Меня разбудили родители. Они сказали, что было 2 взрыва. Потом я просыпаюсь, и я слышу через 5 минут взрыв. Я живу где-то 1 километр от аэропорта, и я слышал 3 взрыва. Это было страшно. Я сразу написал Дане, типа, как он там, потому что я начал читать новости. Он написал, типа, что тоже слышит взрывы, и, ну, страшно. Ребят, давайте вернемся немножечко назад, еще до войны. Все вот эти новости, которые нагнетали обстановку, как вы на них реагировали? Воспринимали ли вы вообще эти все слухи, что война все-таки возможна всерьез? Обсуждали, может быть, внутри команды это? Ну да, слухов было много, опять же, до этого, но я же говорю, мне кажется, вообще никто почти не верил в это. Помню, мы еще, ну, это, наверное, может, за неделю-две до войны смотрели фильм, там, типа, про войну и представляли вообще, ну, как это ужасно, и там, ты смотришь фильм, там, просто, ну, даже не верится, что делать в такой ситуации. И потом, когда это происходит, ну, это просто ужасно, реально, мы как будто живем не в 21 веке, а, блин, в 17.
Лично вот в моем городе по движению было понятно, что еще до войны люди почему-то начали сюда приезжать. У нас есть недалеко здесь курорт Сатанов, я не знаю, может, вы читали, не читали. Там практически, ну, там очень много влиятельных людей, и они заранее приехали. То Да, есть ну, подготавливались. мне кажется, ну, я уверен, что есть люди, которые на 100% были уверены. И мне тоже вот Родион, типа, заранее говорил. У меня знакомые, типа, есть, которые тоже, типа, заранее уехали в какой-то в другую страну даже, не знаю. Но вот есть люди, которые прям знали, ну, это понятно, в принципе. Я просто помню, как в 2 часа ночи, 24 февраля, мне позвонил папа. Он был уверен, что это произойдет, прям произойдет сегодня. И вот его какая-то паника или даже паранойя сыграла нам на руку. Мы решили, что не будем папу обижать. Мы с братом обсудили, что мы будем делать. И через буквально 3 часа мне казалось, что я самая первая в Киеве узнала, что произошло, потому что он сразу мониторил все телеграм-каналы. И когда он мне позвонил, у меня как раз так получилось, что засинхронилась его фраза «все началось» и взрыв в Киеве. И я выбежала на улицу, побежала сразу за водой, набрала технической воды, и мы планировали, что все приедут ко мне, и мы там дальше уже будем думать, что делать дальше. Вы помните сообщение, которое вы отправили кому-то, либо получили о том, что в Украине война? Ну, я помню, вот я проснулся, сразу начали писать близкие все, типа, ну, все были просто, мне кажется, настолько не понимали, что происходит, пишут какие-то взрывы, типа, у меня бабушка, она живет в Борисполе, типа, ей мама набрала, говорит, типа, ты слышала что-то или нет? Но она тоже говорила, она, ну, не понимает, что происходит, она думала, сначала то, что это у нас дома, что произошло, а потом в итоге выяснилось, что это по всей Украине взрывы, типа, все начали бомбить и так далее. Самое интересное, что я отправила первое сообщение Мирану. Я бежала за водой в магазин, да, и я записала видео в Телеграме, что «Миран, ты слышишь взрывы, вставай, война». И потом он через какое-то время написал, типа, что «Боже, что происходит?». И я так понимаю, он связался с вами, уже спросил, как у вас дела, все ли у вас хорошо. Ну и отменил тренировку по понятным причинам. Да, у нас должна была быть тренировка в четверг, 24-го. Но в итоге в 6 утра Амиран написал, тренировка отменяется. И мы с Амираном тоже попереписывались, типа, написал тоже, типа, что происходит вообще, как это возможно и так далее. Андрей, как твоя семья отреагировала на все эти события? Но меня сначала отреагировали, ну, папа очень испугался. Сказал, что надо ехать, типа, в деревню. У меня деревня где-то в горах, где-то 50 километров от города. Там должно быть безопасно. Но потом где-то прошло 2-3 дня, и мы по итогу остались. Но там тоже были, там через 2-3 дня опять, типа, прилетело где-то 2-3 ракеты. Опять, типа, такой, ну, нагнетающий момент. Страшно. Но мы по итогу и так остались. Тут, в принципе, безопасно. Дань, вы уже в Чехии, где ты там находишься, где ты расселился, насколько тебе там комфортно сейчас тренироваться и играть? Я сейчас нахожусь недалеко возле города Либерец, в каком-то горном городке, название Ланов. И тут рядом, ну, короче, тут какие-то местные городки. Ну, тут, в принципе, красиво, свежий воздух, но, опять же, это все не то. Хочется домой. В принципе, ну, интернет хороший, ну, типа, играть комфортно. Но, в общем, сама ситуация, когда ты осознаешь, что происходит, но это все равно не то. Не можешь спокойно думать только об игре иногда. Ребят, как реагировали ваши подписчики, фанаты на вашу позицию, на ваши истории, на ваши посты в других соцсетях? Ну, мне тоже, я типа выстрелял там 5-10 сторис вообще за весь этот период от начала. Писало мне около 50 людей, что, типа, это все неправда, типа, что Русская Федерация, типа, идет нас спасать, но это все, конечно же, я пытался им объяснить, но не получалось. Но в итоге я почти всех заблокал. Как только началось, это все мне какие-то вообще левые аккаунты, боты начали писать, типа, «Это ж вас спасает, это военная операция, типа, там, вас спасает и так далее». Ну, я вообще, ну, во-первых, я блочил такие аккаунты, даже ничего не отвечал. Но вот было там, где настоящие люди тоже писали, типа, то, что там вы не понимаете, что происходит, вам помогают. Ну, короче, это так смешно, типа, смотреть, что они вообще пишут. Самое странное, когда они пытаются объяснить в России то, что происходит в Украине. На самом деле, мне кажется, многие первое время пытались как-то донести информацию, правду ребятам из России, что смотрите, вот такие фотографии, это происходит с нами, с вашими друзьями, близкими, родными, кто находится в Украине. Но потом в какой-то момент пришло осознание о том, что если человек за все это время, видя все эти кадры, общаясь с друзьями в Украине, не хочет знать правду, это его личный выбор, вот и все. Но, знаете, было очень, наверное, показательно, когда я зашла к себе в личку, и те люди, которые поддерживали нас, переживали за наше поражение, говорили, какие мы классные, просто желали мне и моей семье смерти, причем в таких извращенных
формах, что я даже не знала, что такое можно в принципе придумать. И это были дети, подростки. Я понимаю, что пропаганда в деле и так далее, но в любом случае, откуда столько агрессии у детей? Я вообще этого не понимала. Да, у меня тоже было. Я типа листаю сообщения наверх, там типа молодцы, там НТ, не расстраивайтесь, всякие такие типа сообщения поддержки. А тут резко так все меняется, что типа мне ну, тоже максимально какие-то неприятные вещи пишут. Ну, понятно, я на них не реагирую, но это просто максимально странно и непонятно. Очень много неадекватных людей. Я спустя дней 10 первый раз зашел поиграть в Faceit, и мне сразу попался какой-то русский тип, который, ну, понял, что я с Украины, и очень сильно начал руинить и говорить плохие вещи, ну, типа, что мы придем к тебе, обернись, там, мы тебя убьем, мы тебя взорвем. Ну, такие дурачки. Может, ты видела там даже в новостях у Кедина похожая ситуация была, там их забанили сразу. Ребят, как реагировала киберспортивная комьюнити? Писали ли вам какие-то игроки с других организаций? Как-то поддерживали? Да, писала. Да, но много есть знакомых, ну, типа, ты же играешь в CS, общаешься с разными людьми, типа, много разных людей с разных стран пишут, типа, как вы там, как ситуация в общем. Мне, Слова поддержки, ну, не грубо знаю, говоря. наверное, ну, не буду говорить ники, но из Маузо там, из Маус NXT один писал. Вот, ну, короче, Представители организации писали. да. Просто я знаю польский язык, и они там, ну, предлагали там, чтобы я там к ним на базу там уехал, если нет места, нет вариантов куда. Да, и мне тоже много подписчиков из разных стран, там, из Италии, с Германии, с Польши, с Чехии, ну, типа, с многих стран Европы тоже писали, типа, если что, там, приезжаем, мы там поможем, как сможем. Ну, короче, тоже большой респект таким людям, которые предлагают помощь. Ну, это реально приятно читать. Я осознаю, что люди помогают, это круто. В интервью сами мы обсуждали изменения в нашем составе, и вы наверняка уже знаете, что все российские игроки покинули команду Na'Vi Junior, их не будет в Академии и в команде Na'Vi Youth. Как вы отреагировали на эту новость? Ну, отреагировали не очень положительно, потому что много работы, ну, относительно много работы, 2 месяца играли, много работы проделали, и теперь опять все заново. Но сейчас у нас есть хороший капитан Родион, и он нам поможет, конечно. Да, опять же, я же говорю, мы как раз вот в этот период тренировались, только плюс-минус у нас начало что получаться. И в игровом плане, конечно, это плохо, то, что как бы ресетит, типа, твою игру. Начинается все сначала, но такая жизнь, и от этого не уйдешь. Я тоже, вот, получается, когда это все началось, я в КС не играл 2 недели, потом еще я вернулся в Киев забрать компьютер, когда мы уезжали. Я зашел в КС на дезматч, типа, на 2 минуты буквально посмотреть. Ну, просто мне было интересно поиграть. Ты Я прям в буквально Киеве 2 минуты зашел? зашел. Да, в Киеве, вот когда мы домой приехали за вещами, зашел. Интернет вроде был нормальный, но типа посмотрю, шифтап у меня тупо 0 часов за последние 2 недели, это даже непривычно. Ну, в итоге, нет, понятно, это все время, но сам факт. На самом деле мы зависимы от этой игры, и у меня не было интернета, я также заходил, играл ботов, стрелял, и как-то вот раньше были такие мысли до войны, что ты там мог как-то выгорать или там говорить, там, блин, как я там устал, или все надоело. А вот когда это все началось, ты наоборот такой, типа, какие-то были мелочи, ну, вот вообще не стоит тратить на них свою энергию и силу. Ну, и КС это крутая игра, надо просто жить мирно. Да, ментально очень сильно ты, ну, укрепляешься после таких ситуаций. Да, после таких моментов, мне кажется, вообще люди будут по-другому на все реагировать, на все мелочи вообще не будут обращать внимания. Когда вы уже приступили к тренировкам? Какое число сейчас? Непонятно. 24-го? Да, Да, 24-го. 24 как раз мы Точно, говорили, точно. мы типа вернулись спустя месяц. Сколько сейчас часов в день вы тренируетесь? Ну, мы Где-то с 7-8. командно мы собираемся, получается, в час до 8-7 часов. Ну, это командно. Ваша тренировка как-то изменилась после войны? Да не особо. Моя никак особо не изменилась, просто много 5 на 5 стараюсь играть. Физически много тренируюсь сейчас. Очень много. Никогда так не тренировался. Перед тренировками КС? Всегда. Когда не в КС, я либо отжимаюсь, либо еще что-то делал. Но я сейчас худею. Это помогает тебе как-то абстрагироваться, отвлекаться от всего? Отвлечься. Ну, да. Ребят, насколько сложно было вообще сконцентрироваться, сфокусироваться на КСе вот сейчас?
Сейчас уже проще. Ну, меня вот, когда я только приехал в Чехию, меня это, наоборот, отвлекало, потому что вот я когда был в доме у бабушки в Борисполе, ты, получается, просыпаешься, ты сразу заходишь в Телеграм посмотреть, что произошло за ночь, типа, что происходит. Ты идешь там на кухню, радио, ты там сидишь на диване, у тебя телевизор играет, и везде, типа, новости, оно, ну, как бы там ни было, оно уже сводит с ума, и у тебя просто начинает уже голова кипеть от этого всего, и ты не выдержишь, с ума как будто реально сходишь. Хочется, ну, не знаю, это очень, очень сложно. И в такие моменты вот мы уже начали типа смотреть фильмы, как-то стараться от этого абстрагироваться, чтобы хотя бы немного отвлечься, потому что ну, это надо делать, иначе можно просто не выдержать. Но КС лично мне помогает ну, абстрагироваться, когда играю. Я стараюсь думать только об игре и типа ну, ни о чем другом стараюсь не думать. Но опять же, не всегда получается, особенно в такое время. Но у меня лично поначалу вообще не было желания играть в КС. Я где-то неделю просто тоже мониторил все новости, потом понемногу начал возвращаться. Начал играть просто 5 versus 5, так сказать. Родион, а у тебя как? Да я так же, как и ребята, вначале не играл в КС, вообще было не до этого. Но потом очень сильно начал скучать за игрой, очень сильно. И мне кажется, сейчас я лучше погружаюсь в игру, но у меня фокус лучше именно в игре из-за вот этих всех моментов. Но хочется, когда искал, отвлечься, потому что так же, как и он, как и Андрей, мониторил Телеграм, новости, и ну, тяжело было. Изменился не только наш состав, но еще и ваши игровые роли. Расскажите об этом. У меня особо роль не изменилась. У меня изменилась роль только на Инферно. Я играл хелпу еще на Б, теперь играю Зиг. Сейчас немножко сложно, но мы над этим работаем, чтобы было все намного лучше. Ну, я начал играть с АВП. Ну, типа, я и раньше играл в какой-то промежуток времени с АВП, и на стримах играю с АВП, но поэтому это особо не проблема, типа, для меня. Я лично чувствую силу сейчас. У меня еще не было, не так, ну, Я никогда тоже не было. чувствую индивидуально какую-то силу. Не знаю, что на это влияет, может, как-то морально, типа, изменился настрой, ну, подсознательно. Ну, типа, так внешне я этого не чувствую. Но вот в плане игры, мне кажется, он как-то влияет. По игре, короче, у меня сейчас самая лучшая пик индивидуальной формы, это будет дальше. Я, мне кажется, нашел ключ, как развиваться, но мне надо меньше говорить, а это очень тяжело сделать, потому что я кодер, мне надо обращать внимание на все детали. Чтобы я меньше говорил, надо заготовить какие-то схемы определенные. Чтобы я там сказал, сделайте то, и все, мы сделаем. А не говорил, ты сделай то, пойди туда, кинь так, а я пойду и возьму такой-то угол. Ну, то есть мне надо меньше слов тратить. Нам надо больше общаться просто вместе между собой. Хорошо, парни, у нас впереди Академлига, которая все-таки пройдет, но, скорее всего, даты начала этого турнира немного сдвинутся. Но на этом турнире мы уже не видим несколько команд, такие как ВП Prodigy и Академия Spirit. Что вы в целом думаете о санкциях, которые задели непосредственно киберспорт? Правильное решение, не только киберспорт, они и в целом. Но я считаю, что все правильно. Мир делает. И вот эти все санкции, они, ну, так и должно быть. Люди должны понять, что надо, ну, сами понимаете, кого изгнать. Какие у нас ближайшие турниры помимо Академлиги? Амиран сказал, что все приглашения будут приниматься, просто нам надо чуть потренировать. Вместе сыгранность, тимплей, раскидки. Мне кажется, это очень крутой опыт, потому что мы играли на днях турнир, э, крайне неуспешно, неудачно, но ты на фоне турнирного вот этого опыта, когда ты играешь турнир, соревнования, ты можешь видеть ошибки, которые происходят. Стрессовые ситуации, это очень важно, я считаю. И мне очень сильно нравится, что мы сейчас, ну, между собой общаемся с Амираном, и мы пришли к тому, что надо играть турниры. Впереди очень много работы и не самый простой путь, но я более чем уверена, что вы с ним справитесь. Ребята, в конце, уже по традиции, вы можете сказать пару слов фанатам, болельщикам и всем тем, кто смотрит это интервью. Но я бы хотел посоветовать ребятам из России читать больше, ну, пытаться посмотреть на это со стороны, на всю ситуацию в целом, а не читать и не смотреть телевизор, особенно в России, это, так сказать, только пропаганда. Надо смотреть со стороны, смотреть какие-то иностранные новости и так дальше. Всегда можно написать друзьям, знакомым, родным из Украины и узнать, как это все происходит глазами очевидцев. У меня вот бабушка, она типа родилась в России, и ну, она живет в Украинке, типа это в Обуховской области там. И я ей тоже звоню, типа, говорю, как дела? Она, ну, смотрит некоторые русские новости и вообще как будто не верит, что все происходит. Типа, иногда она говорила с таким сарказмом, что, типа, даже ну, как-то обидно было. Но, в общем, я думаю, она уже все поняла. И да, ребят, когда весь мир, типа, говорит, что
Россия нападает на Украину, то, ну, я думаю, это не просто так, и стоит сделать какие-то выводы хотя бы для себя. И в конце хотелось бы добавить, что мы, как украинская киберспортивная организация, полностью целиком поддерживаем нашу страну в такое нелегкое время. И если у вас есть возможность сделать хоть и небольшой, но вклад в наше общее дело, то обязательно переходите по ссылочкам в описании под этим видео. Ребят, вам огромное спасибо за интервью. Я надеюсь, что все будет хорошо. Вам удачи на ваших тренировках. Спасибо. Спасибо. Берегите себя, и все будет Украина. Па-па.